На рубеже 90-х, нулевых сестры Эбби и Британи Хейнсел были известны не только на родине в Америке, но и в других странах, ведь они сиамские близнецы. Потом необычные американки пропали из поля зрения прессы, слишком много произошло других громких событий. Однако на днях СМИ потрясла невероятная новость. Одна из сестер, находящихся в едином, общем теле, вышла замуж, причем втайне от журналистов. Более того, этому странному браку уже 2 года. Оказывается, и такое в наше время возможно. Журналисты выяснили, что счастливой невестой стала Эбби. В ноябре 2021 года она вышла замуж за ветерана армии США Джоша Боулинга, который по уши влюбился в сиамскую близняшку. Церемония была частной и закрытой, как говорится, только для своих. В интернете есть фотография и видео со свадьбы и даже первый танец молодоженов. Материалами поделилась с подписчиками сама семья Хейнсел, которая 2 года назад стала больше на одного человека. После свадьбы сестры Хейнсел и новоиспеченный муж обустроили семейное гнездышко в Миннесоте, где сестры-близнецы работают учительницами 5 классов. Судя по всему, Боулинга вполне устраивает семейная жизнь втроем, ведь сестренку жены никуда не денешь, она ее часть. Как говорится, одна голова у жены хорошо, а 2 лучше. На странице мужчины в соцсети есть счастливые снимки, на которых он вместе с сиамскими близняшками путешествует и наслаждается мороженым. Эбби и Британи – дицефальные сиамские близнецы. Это редкая форма частичного слияния близнецов с 2 головами, расположенными бок о бок на одном туловище. У женщин общий кровоток, а также все органы ниже талии. Мозг Эбби контролирует правую руку и правую ногу их тела, а Британи те конечности, что расположены слева. Родители сестер, Майк и Пэтти Хейнсел, в свое время отказались от предлагаемой им операции по разделению дочерей. Дело в том, что врачи предупредили, маловероятно, что обе девочки выживут, а для родителей и Эбби, и Британи были одинаково дороги. На телеэкранах сестры впервые появились в 1996 году. Про них сняли документальный фильм «Объединенные на всю жизнь», а затем, в 2007 вышел еще и сериал «Необыкновенные люди». Через несколько лет зрители увидели фильм «Вместе на всю жизнь», посвященный 16-летию сестер, а в 2012 девушки снялись уже в собственном реалити-сериале на TLC, который назывался просто «Эбби и Британи». После работы над шоу, они закончили обучение в колледже в Миннесоте и отправились в Европу. В последнее же время, как уже было сказано, они работают в школе. Эбби и Британи уже давно откровенничали о том, что они хотят найти свою любовь и обрести семейное счастье. Еще в 2006 году, когда девушкам было только 16 лет, Эбби мечтательно говорила прессе: «Да, мы с сестрой хотели бы стать мамами», правда признавалась, что они пока еще не думают о том, каково это. Теперь же, судя по всему, материнство не за горами. По крайней мере, если бы оно было физиологически невозможным, сестрам бы не приходили в голову такие планы. Хотя сестры Хейнсел и озвучивали мечту о материнстве, они все же не хотели посвящать посторонних в свою частную жизнь. Всему миру не обязательно знать, с кем мы встречаемся, что мы делаем и когда мы собираемся это сделать, так прокомментировала эту тему Британи однажды в интервью Daily Mail. При этом Британи добавила, что они с сестрой вовсе не клоны, а совершенно разные личности. И бракосочетание, невестой на котором выступала именно Эбби, подтвердила эти слова, ведь именно ее полюбил американский военный, а не сестру. Правда, пикантный вопрос физиологической близости между женой и мужем с учетом того, что нижняя часть тела у сестер общая, остается открытым. Но вряд ли сестры поделятся со всем миром секретами своей интимной жизни, загадка будет раскрыта только в том случае, если жена Джоша Боулинга забеременеет. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.